такие вот у нас корешочки отросли. И здесь, да, и здесь вот у нас еще очаг есть. Вот он, совсем беленький. Конечно же, пропорция разведения для очага отличается от пропорции разведения на все волосы. Мы сегодня красим только корни. Ну, как всегда, пропускаем 2 раза, но эмульгировать обязательно в моечке будет, для того, чтобы получилась такая как бы растяжечка цвета. Видите, крашу я параллельно. Как говорится, в 4 руки работаем. На выходе посмотрим, как у нас отработает краситель. Сегодня я буду тестировать краситель. Это у нас 9.4. Китайский краситель. Называется Corolla. И как всегда, так как я любитель смешивать цвета, и у меня сидя на аудиошке, я буду смешивать его с Goldwell. И буду смешивать также, так как мне нужно получить определенный цвет, с капусом. Ну вот, посмотрим, что сейчас будет на выходе. Посмотрим, какой у нас интенсивности. Так, значит, у нас здесь это Goldwell. Здесь у меня 15 грамм. Вот это Constant Delight 9.0, это 9.00, 15 грамм. Это значит Constant Delight 9.0, 10 грамм. Дальше вот это Капус 9.34, у меня здесь 7 грамм. Так, и оставшиеся до 40, не знаю, не сосчитала сколько, оставшиеся получается именно вот этот вот новый вот краситель, который у нас 9.4. Он у нас с биотином, что очень здорово как бы укрепляет волосы. Значит, беру я 9% оксид. Так, значит, у нас краски с вами 40 грамм. Почему я добавляю золото? Потому что у нас цвет подсмылся на длине, и корни нам надо приблизительно, чтобы перекликались с длиной. То есть не надо, чтобы были они ярко выделялись. То есть нам это не надо. Значит, у меня здесь 35 грамм краски. Так, и, значит, соответственно, я беру 9% оксид, обнулила я все. И дальше я добавляю 9% оксид. Так, сейчас мы добавим 35 грамм. Ну, значит, смотрите, еще в суть. Если мы все бы волосы красили, то я бы сюда еще для интенсивности добавила бы медного микстона. Почему? Да, и вот 9% оксид от Goldwell. Добавила бы обязательно бы я микстон. Почему? Потому что цвет нужно более интенсивный. У нас с вами здесь краситель для седины, и цвет получается менее интенсивный, чем если бы мы покрасили просто чистым интенсивным пигментом. Пока я вам рассказывала про краситель, что я с чем смешивала, и пока я размешивала его, вот посмотрите, консистенция, видите, немного изменил цвет. Я все-таки решила капнуть 1 грамм микстон медь. И после того, когда вы размешали, вы обязательно добавляете уже лечение. Конкретно я добавляю кератин, да, и аминокислоты. Вот аминокислоты у меня там стоят. Сейчас я это все сделаю. Перед тем, как наливать, обязательно его потрясите. И мы с вами наливаем 10 грамм. Вы помните, значит, как мы высчитываем? Не 10 грамм, а 10%, простите. Как мы высчитываем? Значит, у нас с вами 40 плюс 35, это получается 7. Значит, получается 5 грамм мы с вами добавляем. Так, 6, это получается, там было 36, значит, 41. 5 грамм мы с вами добавляем, давайте весы покажу. Так, 41 грамм у нас кератина и аминокислоты 2 грамма. Так, все, 43. Конечно же, все это тщательно перемешиваем и идем наносить. Вот
видите, я все покрасила и оставила вот этот вот один очаг, который я сейчас пойду покажу вам, как я разводить буду. И будем закрашивать его. Видите, я капнула 700, вот 1 грамм. И, соответственно, 1 грамм я капаю сюда 6% оксида. Да, можно даже чуть меньше. Сейчас я тут совсем чуть-чуть, вот видите, для того, чтобы у нас смесь активировалась. То есть, почему я взяла 700, потому что, сейчас, секунду, вот так. Потому что этот краситель разводится 1 к 1,5, он более плотный. У нас, помните, там очаг. Все, естественно, перемешиваем сейчас. Вот видите, 2 отдельные краски лежат. Я сначала размешаю эту, а потом смешаю их 2 вместе между собой. Вот я только что размешала вот этот вот новый мой краситель. И теперь я буду смешивать старый краситель с новым, для того, чтобы цвет у меня был более похож, да, потому что невозможно сделать на 100% седине такой же цвет, как на остальных волосах. И мы с вами посмотрим результат. Все хорошо перемешайте и идем наносить. И еще обязательно, когда вы смешиваете новую смесь, вот на 700 горошинку, добавьте, пожалуйста, микстона, естественно, медного, так как мы с вами красим медным цветом. То есть в новую смесь добавьте где-то горошинку, ну маленькую горошинку, меньше, потому что у нас с вами очень мало краски. И потом уже тогда, когда готова у вас одна смесь и вторая была, вы все это перемешаете и идем наносить. Вот видите, теперь я нанесла отдельно очаг. После того, когда вы нанесли краситель на очаг, засекаем время выдержки. Конкретно мой краситель 40 минут, время выдержки. И почему, вы спросите, я наносила сначала на все волосы, потом на очаг? Потому что так удобно, да? Потому что если я сначала нанесу на очаг, а потом на все волосы, да, волосы будут мне мешаться. Поэтому просто для удобства. Но время выдержки у нас, так как здесь у нас 100% седина, время выдержки высчитывается вот от этой вот последней пряди. Ну вот теперь давайте посмотрим результат. Как у нас с вами все прокрасилось. Смотрите, видите? Тут вот Наташа говорит, как ты сказала-то? Случайно получилось? Нет, я как что сказала? Я говорю, смотри, говорю, как получилось-то. Как получилось? Что получается, как будто мы прокрашиваем всю голову, а не только корни, потому что идет такой плавный переход, как будто это специальное окрашивание. Вот, видите? Ой, долго смеялась. Да, я долго смеялась, потому что на самом деле, как вы понимаете, это работа колориста, да, это сложная работа колориста. Вы видели, сколько я цветов смешала для того, чтобы вот такой вот эффект у нас естественности получился, да. И я понимаю, что мы не все волосы красили. И вот я вам сейчас показываю наш очаг, да, который мы отдельно вот наносили. Вот смотрите, видите, у нас он тоже прекрасно закрасился. Помните, он здесь достаточно был большой. Вот, значит, что я могу сказать по поводу вот этой краски, которую я вам показывала. Мне понравилась краска, она не имеет много красного в себе. То есть вот то, что многие просят, сделай меня рыжей, но не красной. Вы понимаете, что в любом медном цвете содержится много красного. Вот здесь, конечно, вы видели, я перестраховалась и добавляла золотистый медный. Но скажу вам честно, вот краситель мне понравился. Так что вот пользуйтесь результатом, да. Берите формулу на заметочку, кто любит вот такие яркие живые цвета. Ну, Наташа вот у меня носит удлиненную стрижку. Сегодня мы не стриглись, мы просто посушились с ней. И вот она у меня... Стрижка еще удлинится. Да. Такая вот она у меня красотка теперь получилась.